Здорово, давайте немного отдохнем от рисования, и я покажу вам что-то новенькое, что я еще никогда не делал, а когда все-таки смог, то мне понравилось. И это косплей 10 персонажей в террарии по аниме и манге жанр Сьон One Piece. Расскажу вкратце сюжет данной вселенной. Молодой пират по имени Луфи на протяжении 1000 плюс глав, это 100 томов манги, хочет стать королем пиратов и собрал для этого свою команду лучших накама. Кто не смотрел, советую глянуть. Пришла в голову мне эта мысль после просмотра многих видосов про косплей в террарии. Но как ни странно, никто не косплеил One Piece. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, что у меня вышло. Первый костюм, который хочу показать, это костюм пирата Баги. В аниме он выглядит вот так, а в террарии вот. Если что, для косплея не используют никакие моды или текстурпаки, все по канону. Ладно, давайте разбираться, из чего он состоит. Это пиратская шляпа, покрашенная светло-красный краситель, рубашка моряка, штаны волка со светло-голубым красителем, зимняя накидка, покрашенная в светло-красный краситель, пояс монаха с красителем звездной пыли и перчатка силы с светлым серебристым красителем. Понимаю, он часто сказал на накидку на себе, но без накидки он тоже может ходить, а также у него длинные волосы. А вот аксессуар в виде красного носа или обводки глаз я нигде не нашел, поэтому что вышло, то вышло. Идем к следующему. Костюм Санджи оказался самым легким, ведь он состоит всего-то из пиратской рубашки, покрашенной в желтый и черный краситель, и брюки, покрашенные все в тот же цвет. Прическа выглядит вот так, но мне больше нечего сказать об этом костюме, идем дальше. Дальше у нас по списку рыжеволосый Шанкс. Его косплей состоит из гетто-странника, покрашенных в светлый коричневый краситель, таинственная накидка и черный пояс со светоотражающим медным красителем. Белую рубашку я взял еще при создании персонажа, и вот такие волосы. Также в комплект идет катана, который продает странствующий торговец. Ну, а мы идем дальше. Накама Луфи и самый любимый мечник во вселенной, как я считаю, это Рорана Зора. Делаю ему костюмы из новой арки Вана, где он находился кимоно. Но давайте рассмотрим, из чего он состоит. Кимоно, покрашенное в зеленый и черный краситель, штаны моряка с таким же красителем и пояс монаха со светлым красным красителем. У этого персонажа довольно много подходило причесок, например, эти все, но я пока остановился в таком варианте. И у него еще в комплект идет своя катана, хотя их должно быть аж 3. Ладно, идем дальше. А дальше у нас пожилой пират старого поколения Эдвард Ньюгейт, капитан пиратов Белоуса, и его костюм состоит из банданы морского разбойника, покрашенного в теневой краситель, одеяние ламии, ботинки Кравны со светом желтым красителем, багровая мантия в светлом серебристом красителе, черный пояс и таби. Прическа шла в комплекте вместе с усами и очень даже подходит, хотя в аниме он кажется вроде лысый. А еще не забыть, что у него есть свое собственное оружие, это глифа, но в террарии я нашел только это. Идем к следующей. Нами, пират-навигатор команд соломенной шляпы, имеет при себе украшение русалки с голубым и черным красителем, ботинки Ксенекс, щит охотницы, пояс с инструментами в серебристом и черном красителе. Также она имеет при себе королевский скипетр. По идее, этот предмет немного похож на ее оружие с самом аниме. А также она в комплекте имеет мыльную палочку. Но в аниме этого всего было применение. А мы идем дальше. Ну, если мы разобрали Нами, значит давайте разберем и Робин. Если что, это женский персонаж, не путайте. Она состоит из стимпанковой очки с светло-оранжевым красителем, рубашка моряка окрашенная в светоотражающий обсидиановый краситель, и хвост костюма рыбы в светло-красном красителе. Если что, рубашка моряка выглядит завязанной именно на женском персонаже в террарии. Идем к следующему. Бесстрашный воин моря Усоп. Он состоит из дождевой шляпы с светло-серебристым красителем, одеяния ламии, крепные штаны с оранжевым серебристым красителем, черный пояс со светло-серебристым красителем, пояс с инструментами, лунный камень, светло-синим красителем и ожерелье жал в светло-красном красителе. Идем к следующему. Огненный пират Эйс, брат Луфи, имеет при себе шляпа археолога, окрашенная в светло-красный краситель, одеяние ламии, гетто-странника с теневым красителем, ожерелье пигмея в светло-красном красителе, пояс монаха, камень магмы, браслет звездной силы в светло-красном красителе и таби. Так как это пират, съевший фрукт мира, который дает силу огня, значит ему в комплект добавляются вот эти три предмета из террарии. Хотя это выглядит немного скромненько. Идем к моему следующему последнему персонажу. Капитан Мугивара. Луфи соломенная шляпа после таймскипа состоит из соломенной шляпы, форма шеф-повара в красном серебристом красителе, гетто-странника в небесно-синем красителе и пояс монаха. А Луфи до таймскипа вместо формы шеф-повара носит на себе крепную куртку вместе с красным и черным красителем. Просто интересный факт, который уже, наверное, все знают. Соломенная шляпа в террарии — это и есть отсылка на это аниме. Ну вот и все. Все 10 персонажей я вам показал. Надеюсь, вам хоть как-то это зашло. Чего стоит один сценарий написать к этому видео. И, кстати, я не знаю почему, вроде у меня длинный сценарий, в мыслях говорю это текст по часу, а на деле ролик выходит на 5 минут и меньше. Странно это все. Ну, надеюсь, на распространение этого видео среди фанатов One Piece, думаю, они оценят. Все костюмы и горцы с начала видео я делал сам. И, если честно, мне понравилось часами подбирать костюмы для каждого персонажа. Все мелкие детали, они реально дополняют всю картину. Если что, принимаю запросы, какую следующую аниме-вселенную сделать в террарии. Ну, бывайте.